Здравствуйте, мои дорогие! С вами опять Зинаида Антоновна. Продолжаем рассказ о войне. Наша служба ВНОС, что означает воздушное наблюдение, оповещение и связь, и наш отдельный 44-й батальон были организованы в 1940 году. Даже пост наблюдения был в Москве на театре «Ромен». Наш пост находился в Ростовской области. Вокруг поля, и расстояние между нашими постами было 6 километров. Населенный пункт от нас был на расстоянии 4-5 километров. Нам привозили продукты и муку вместо хлеба. А хлеб надо печь в соседнем селе. Первый раз начальник взял меня с собой, чтобы все показать, потому что я должна была заменить его. Учил меня управлять лошадьми, а я ведь раньше даже боялась взять уздечку у лошади. В следующий раз я уже поехала одна, сдала муку и стала ждать выпечку хлеба. Привязала лошадей и смотрела на них в окно. И вдруг вижу, нет моих лошадей. Я побежала их искать. С трудом нашла. В село вошла воинская часть. Лошадей мне не отдают. Капитан стал просить у меня увольнительную и говорит, что товарищ Сталин дал приказ одиночек военных и маленькие группы приписывать к этим частям, где их обнаружили. Капитан мне сказал: приписываем тебя к нашей части, будешь у нас телефонисткой. У меня увольнительной не было, но так как я девушка была боевая, волевая, энергичная, я стала рваться к начальству. Прорвалась к генералу, объяснила ситуацию и попросила кого-нибудь со мной дать проверить. Спасибо генералу. Он мне поверил и дал указание меня отпустить. Возвращалась одна, уже к вечеру. На полях много лежало падшего скота, которые остались после отправки скота в тыл. Над ними летали огромные тучи черных воронов. А был еще такой случай. Стою я на вышке и смотрю на дорогу, которая была очень близко от нас. И смотрю, по дороге едут 3 мотоцикла. А в середине мотоцикл с люлькой. И я сразу поняла, что это охрана. Навела бинокль. А в люльке сел мужчина пожилой, с большими усами. Я сразу подумала, что это Семен Михайлович Буденный. Сказала начальнику, что это Буденный или мне просто привиделось. А он сказал: да, это точно был Буденный. А теперь о главном. Уже давно начались полеты вражеских самолетов на Сталинград. Самолеты летали по ночам, на большой высоте, в темноте. Летали большими группами тяжелые бомбардировщики на большой высоте. Стоял такой гул, что ночью девчонки в одиночку на вышке было стоять даже жутко. Несмотря ни на что, в этих условиях мы определяли самолеты правильно. И тип самолета, и высоту, и по какому курсу летят.
и передавали зенитчикам вовремя.